Сегодня я покажу тебе, как правильно ставить цели, чтобы ты реально к ним приходил, а не просто мечтал. И самое главное, как превратить идею в голове в конкретные, измеримые, бьющие в цель шаги, которые дают взрывной просто результат. Ты замечал, что одни компании растут как бешеные, а другие годами топчутся на месте? Оборот вроде есть, команда есть, даже продукт неплохой, а роста почему-то нет. Ответ очевиден, и он больно бьет в самую точку. У одних есть четкая цель и понятная стратегия, а у других просто мы чем-то занимаемся, какая-то имитация бурной деятельности. Одни четко понимают, куда идут и зачем они это делают, другие надеются, что как-нибудь само вырулит, что рынок подскажет. Но бизнес без стратегии — это как огромный дорогой корабль без руля, капитана и курса. Ты можешь иметь самую дорогую яхту, крутых матросов, море денег на борту, но если не знаешь, куда плыть, тебя будет крутить просто на месте, пока не затонешь. Напиши прямо сейчас в комментариях, какая у тебя главная цель в бизнесе, только честно, без розовых очков. Не из серии там «хочу миллион и ничего не делать», а настоящая, которая тебя драйвит. Я читаю все, и твои ответы помогают мне делать контент еще лучше. И да, очень важный момент. Если ты еще не смотрел мой прошлый ролик про миссию, обязательно посмотри. Это фундамент, без которого никакая стратегия не взлетит. Меня зовут Александр Левис. Уже 8 лет я помогаю предпринимателям превращать хаос в систему, которая приносит деньги, освобождая тебя для роста. Если ты хочешь понять, как реально устроен бизнес, как его строить по-настоящему, ты в правильном месте. Подписывайся, ставь системный лайк и погнали разбираться. Проблема первая. Мечты не равно цели. Почти все предприниматели на старте совершают одну и ту же фатальную ошибку. Путают «хочу» с целью. Хочу миллион в месяц, хочу, чтобы клиенты приходили сами, хочу системный бизнес, который работает без меня. Звучит знакомо? Ты ведь себе постоянно это говоришь, правда? Но это не цели, это просто хотелки, это грезы. Они не двигают тебя вперед. Они парят в воздухе, как дым, и также очень быстро рассеиваются, не оставляя просто ни хрена за собой. Вот как отличить мечту от цели — это критически важно. Мечта — это абстрактное желание без сроков, без измерения и плана. Это просто картинка в голове, и это причем неплохо. А цель — это конкретика, это четкий результат, понятный срок, ясный путь, измеримые параметры. Это то, что можно взять и сделать. Смотри, как звучит настоящая работающая цель. Например, я выведу бизнес на 2 миллиона чистой прибыли до конца этого года за счет масштабирования отдела продаж и запуска 2 новых каналов привлечения. Вот это уже рабочая цель. Она заряжена на результат. В ней есть четкие цифры — 2 миллиона, жесткий дедлайн там, до конца года, конкретные инструменты, масштабирование продаж, новые каналы. И самое главное, она моментально превращается в действие, а не в очередную «запишу в блокнот и забуду», которая там пылится потом под тоннами других хотелок. Чем конкретнее твоя цель, чем четче ты ее вообще видишь, тем быстрее ты к ней придешь. Потому что твой мозг, твоя команда, в принципе, вся твоя энергия начинает работать на результат, а не просто блуждать по туманным хотелкам. Проблема 2. Воздушные цели. Ты когда-нибудь видел это? На стене компании висит там пафосный лозунг: «Мы хотим быть лучшими, мы стремимся делать там клиентов счастливыми, мы лидер в своей отрасли». И ты такой: окей, круто. А что это значит? Что именно вы делаете для этого? Какие действия за этими стоят? Какие цифры? Да ни хрена там нет. Это не цель, это декорация, это словесные обои, за которыми нет ни плана, ни движения, ни грамма реального смысла. Это просто для виду. Почему такие цели не работают? Они размытые. Что значит лучшие? По деньгам, по клиентскому сервису, по скорости отправки мемов в корпоративном чате или в чем? Они неизмеримые. Как ты поймешь, что уже лидер? По ощущениям, по своим? Это не работает. Они не цепляют команду, потому что люди видят этот лозунг и просто проходят мимо него. Это не про них, не про их действия, не про их конкретные результаты. А теперь посмотри, как должна звучать настоящая, бьющая в цель драйвовая задача. За 12 месяцев необходимо увеличить оборот с 5 до 10 миллионов, выйти на рынок Москвы и занять там 5% ниши. Вот она рабочая цель. Есть четкие сроки — 12 месяцев.
Есть конкретные цифры с 5 до 10 миллионов, 5% ниши. Есть конкретные направления, выход на рынок Москвы. И сразу понятно, что делать. Работать над оборотом, захватывать Москву, когда, в течение года, с какими результатами, четкие цифры, которые можно отследить. Запомни, четкая цель равно четкие действия равно четкий рост. И также точно наоборот. Размытая цель, размытые действия. Ты буксуешь в итоге. Стоишь на месте и не понимаешь, почему все стоит. Давайте на примере кейса. Один мой клиент, владелец IT-компании, пришел с фразой «хочу укрепиться на рынке». Мы с ним такие сели, и я его спрашиваю: «А ты как поймешь, что укрепился?» Он такой завис, репу почесал, говорит: «Ну, начнут узнавать, наверное». Мы распаковали это в конкретику. В итоге 15% рост выручки, выход на 2 новых региона, запуск партнерской программы и KPI по повторным сделкам. Через 9 месяцев он приходит ко мне и говорит: «Все случилось. Впервые понимаю, что бизнес реально растет, потому что начал видеть цифры». Вот в этом сила. Цель — это не пафос, это мощнейший просто инструмент. Кстати, если тебе заходит мой контент, и ты чувствуешь, что это именно то, что тебе нужно, заглядывай в мой телеграм-канал, там я делюсь тем, что не выкладываю больше нигде. Показываю, как сам строю свои компании, какие решения принимаю, как развиваю вот эти медиаплощадки и даже какие ошибки совершаю. Это моя бизнес-кухня изнутри. Максимально честно. Переходи, подписывайся. Ссылка, как всегда, в описании, ну, либо по QR-коду. Проблема третья. Нет стратегии, нет движения. Смотри, цели без стратегии — это просто красивая фантазия. Ну, типа, я хочу выйти на новый уровень. Окей, а как? Когда? Через что? Если у тебя нет понятного плана, нет дорожной карты, ты просто сидишь у обочины и ждешь, что что-то произойдет само. А ничего не произойдет, поверь мне. 78% бизнесов умирают не потому, что идея слабая, а потому что у владельца в голове туман, а в компании хаос. Нет плана, нет направления. Ты можешь быть энергичным, умным, амбициозным, но если у тебя нет маршрута, ты не приедешь. Максимум будешь крутиться опять же на месте и злиться, что рынок не тот или там люди не те, а дело в отсутствии стратегии. Итак, давай закрепим, чтобы у тебя все встало на свои места. Цель без стратегии — это мечта, а мечты без действий — это вообще ноль. Цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, очень важно, значимыми и ограниченными во времени. Это твой личный смарт-подход. И самое главное — стратегия. Это твой план действий. Как ты придешь к этой цели? Запомни, сильный бизнес — это не геройство, а система. Сильный бизнес — это не удача, а четкий план. И этот план начинается с цели. Если ты досмотрел до этого момента, значит, ты уже на пути к настоящему росту. И в следующем ролике мы разберем, почему 90% предпринимателей проваливаются в рутине и все тащат на себе. А главное, как из этого выбраться. Подписывайся, чтобы не пропустить этот взрывной выпуск. И пиши в комментариях прямо сейчас, не откладывая, какая у тебя сейчас самая большая проблема с постановкой целей или разработкой стратегии. Я читаю все, и именно на этих вопросах строю следующие выпуски. Твоя обратная связь — это мой главный ориентир. А если ты хочешь построить по-настоящему автономный, прибыльный бизнес, переходи по ссылке в описании на мой одноименный проект «Система». Это не просто проект, это фундамент твоей будущей свободы. Это твоя возможность, кстати, сделать рывок. С вами был Александр Левис. Обязательно подписывайся и ставь свой системный лайк к каждому выпуску. Это помогает продвигать канал, чтобы больше предпринимателей, таких как ты, получали реальную пользу и смогли наконец масштабироваться. А мне это дает мощную мотивацию делать контент еще круче. Если было полезно, напиши об этом в комментарии, что именно зацепило больше всего. И помни, главное зарабатывать, а не работать. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.